Ребята, привет! Тема взаимосвязь знака и текста. Я работаю уже 1,5 года, зовут меня Вадим, и вот сегодня будем говорить об этой теме. Мы охватим то есть мой доклад можно разделить на 2 части. Это, то есть размещение логотипа и текста, и стилистика, то есть размещение, как они размещаются в пространстве, и стилистика — это как подобрать шрифт, какие бывают проблемы с этим шрифтом, как с этим работать и так далее. Мы будем говорить об обобщенных таких средних вещах, стандартных. Что имею в виду? Это логотип слева и текст справа. Потому что если мы будем говорить о всех видах размещения и во всех видах взаимодействия логотипа, то мы можем об этом говорить бесконечно. Вот. Сразу могу сказать, что я могу быть непоследовательным в изложении, потому что тема обширная и много из чего вытекает, и ты можешь просто запутаться. Итак, начнем. Давайте поговорим о форме и базовых линиях. Это то, где стоят, на чем держатся в пространстве, в принципе, наши формы и текст. Для начала давайте поговорим о том, что у нас, допустим, у нас есть какие-то 3 главные формы. Это квадрат, круг и какой-то треугольник, либо с острием что-то. Как мы видим, на базовой линии они стоят по-разному. Это вообще как база дизайна графического, что у каждого объекта есть свое мясо, так сказать, его вес. Например, квадрат имеет большее заполнение пространства, а из-за того, что круг срезается вот здесь, то он заполняет меньше пространства. То есть, чтобы визуально их уравновесить, мы должны немного выходить за базовую линию. Это знают многие. Но не все, наверное, замечают, что и вот такие заусенцы, то есть вот такие вот острия, они, по сути, веса не имеют. Поэтому их, вот как в случае с звездочкой и с треугольником, тоже хорошо было бы носить. Потому что, например, смотрите, мы сейчас меняем масштаб, и, в принципе, вот этот заусенец, его не видно. Но, в общем, кажется, что оно на одной линии. Нам важна не геометричность нахождения формы на базовой линии, а именно визуальная. Мы должны отталкиваться больше от визуала, от визуального восприятия. Так, о форме поговорили, о разновидностях формы на базовой линии. Теперь поговорим, как мы можем разместить, в принципе, текст по отношению к знаку. Допустим, что вот эти формы — это наши знаки, а текст — это текст. И мы можем, например, вровень расположить по центру. Это самое простое, но оно не всегда не работает. Мы об этом поговорим. И также на одной из линий, либо сверху, либо снизу, например, здесь. Тоже об этом поговорим, почему бывает выгоднее использовать, например, только здесь. Вот мы сейчас поговорим, что есть разные расположения, и, например, почему в разных случаях мы используем разное расположение. Например, потому что треугольник, например, или какая-то квадратная вещь имеет как обоснование, как какое-то то, на чем она может держаться. То есть тупо визуально. Кажется, что он на чем-то стоит, треугольник. Поэтому, например, треугольник равновесить вот так вот по центру не очень хорошо. Будет легче использовать, например, поставить текст на базовую линию, правильно? Так же само и со звездой. Если мы буквально по центру звезды поставим текст, будет
не так хорошо, потому что вот эта линия текста и вот эта линия не совпадают. Поэтому мы можем поставить текст на базовую линию нижнюю, и уже эти две линии будут совпадать. Двигаемся дальше. С кругом и с квадратом все понятно, они симметричны, и с ними можно использовать все виды расположения. Идем дальше. Тут отступление такое небольшое вообще о дизайне в принципе и о логотипе в частности. Человеку красиво и приятно смотреть на завершенные вещи. В нашем случае завершенность проявляется в том, что мы видим четкий и ясный контраст. Что я имею в виду? Видим контраст, либо его отсутствие. Например, мы видим, что эти две формы не контрастны, они имеют одну и ту же высоту. Здесь мы видим явный контраст. Но когда появляются такие моменты, когда мы не можем с четкостью быстро понять, есть ли контраст, они вообще равны или не равны, это всегда возникает сложность восприятия и создается шум. А логотип — это самое лаконичное, что может быть в графическом дизайне. Это набор метафор, символов и так далее. И у него очень важная функция, одна его свойства, функция, то, что он должен считываться быстро. Поэтому стоит не делать вот так, а делать так, чтобы было либо ясный контраст, либо ясный неконтраст. И в частности, контраст бывает разный. Мы можем визуально разделить объекты напополам или на трети. Так мы рассуждаем, так человеку понятнее. Он примерно выстраивает себе балансы, и это происходит на уровне инстинктов. Что я имею в виду? Сейчас я покажу на примерах. Контраст толщин. Вот то, что я говорил сейчас здесь, прямо вытекает с контрастом толщин. Мы видим, что в этом случае нету контраста. И это воспринимается больше даже как одна сущность, что вот эта линия и вот эта линия — это в принципе как одно целое. И это хорошо, это нормально, у нас не возникает вопросов. Так же самое здесь. Контраст, тут линия в логотипе тоньше, а в тексте толще. И мы это явно видим, у нас не возникает вопросов. Тут толще знак, тут тоньше текст. И это хорошо. Мы для этого здесь собрались, чтобы мы знали, как хорошо, а как плохо. Вот так хорошо. Тут примеры с разных интернетных источников. Например, здесь контраста нет. Здесь контраста нет. Чуть-чуть он тут больше, но это не суть. Это как эталон, к чему мы стремимся. Но вот это не критично. Если тут чуть-чуть ширина вот этой линии будет больше, меньше. Я даже вот сейчас буквально не могу сказать, какая толще, какая меньше. Здесь мы видим, что эта линия шире, это меньше, и это хорошо. И тут то же самое. Шире, меньше. Пойдем дальше. Соотношение масс знака. То есть у нас есть текст, и логотип мы можем поставить, сделать его меньше, создать между ними баланс. То есть они равнозначны, в принципе, и доминирование знака. Это 3 таких основных положения. Но для каждого случая используется разный подход. То есть, например, если мы поставим этот знак вровень
и он будет меньше. То есть он будет чувствоваться меньше, чем знак. И тут мы уже решаем, хотим это, чтобы так воспринималось, или не хотим. Чувствуется мне, что как будто бы здесь слишком перевешивает текст. Идем дальше. Если сбалансировать знак и текст, выглядит хорошо. Плюс мы смотрим, что вот эта линия примерно равна вот этой линии. И возвращаясь к принципу завершенности и контраста, это хорошо, что они вровень. Вот. Здесь оно как бы тоже тут на одной линии и все, но то есть это тоже работает, но мне кажется, что вот так было бы лучше. Плюс здесь уже не совсем ясный контраст, это больше или меньше. Вот. Идем дальше. Бывает так, что мы не можем определить точно вот центр знака, его мясо, его ядро, его основную массу. Вот, например, со звездой это точно видно. Если мы геометрически просто будем ставить уровень, то его основная масса точно не вот здесь по центру, а где-то вот здесь. Поэтому мы должны вычислить центр. Вписываем это в квадрат как основную меру вещей, в принципе, у нас в дизайне. И видим, что его центр здесь, и уже от этого отталкиваемся и ставим текст. Дальше подробнее, дальше на более явных примерах. Вот. Это все мои логотипы, by the way. Вот. Взяв, к примеру, вот этот логотип, мы видим, что у него есть как будто бы его основная масса и такие придаточные вещи. И то, что я говорил, это какие-то треугольники, которые в основном массы своей не особо имеют. Мы вот будем по этому принципу двигаться дальше, что есть основная масса, есть придаток какой-то. И равнять мы уже будем по основной массе. Логично. Хороший пример — это вот этот логотип. Он абсолютно неоднородный. Вот. И если бы мы просто поставили его в центре, это бы совершенно поломало конструкцию. Поэтому, следуя принципу вот этому, выстраиваем по основной массе. Так же самое здесь. Это придаток, это основная масса. Так же самое здесь. Это основная масса, а это вот такие придаточки. И явно здесь придатки — это вот эти заусенцы. Плюс неплохо выходит вот это, и выходит это за базовую линию. То есть формы знака, формы текста. Бывают такие знаки, которые ты определить не можешь. Это, кстати, тоже мой тип. Я буду сегодня себя немного рекламировать. Бывают такие орнические знаки, когда ты точно не можешь понять, где его основная масса. И тут в данном случае это точка интереса. Главное, это, естественно, шарик, этот чувачок. Поэтому мы будем использовать его как основную массу. Но тут же я хочу поговорить о компенсации. Ведь когда наши придатки, они никуда не уходят, то есть нельзя сказать, что есть основная масса, а все остальное мы будто бы не замечаем. Поэтому, когда мы равняем знак по знаку, если бы мы равняли только по шарику, то казалось бы, что он немного выше текст по отношению. Но так как мы не можем игнорировать наши придатки в виде ног, мы должны чуть-чуть спустить ниже этот текст наш. Вот. И получается гармоничная такая композиция. Примеры
тут примеры уже с референсов, уже с пинтерестов и так далее. Вот тут ребята определили, что основная масса — это вот этот вот прямоугольничек, но не вот эти заусенцы. Здесь определили, что будет, если мы поставим вровень, то будет не так красиво, поэтому давайте чуть-чуть спустим. И тут проблема, то, что я говорил, что тут ощущается явно то, что этот знак стоит на какой-то вот, на базовой линии. А ребята, которые дизайнили этот логотип, поставили его по центру, поэтому это выглядит плохо. То есть они как бы стоят на разных базовых линиях. Вот это и вот это. Делайте так. Здесь ребята тоже определили, что основная масса — это вот что-то вот, и треугольники уже вынесли. Зачем они нам нужны? Здесь мы можем воспринимать точку вот интереса и основную массу не только по всему объему знака, а и каким-то конформам, негативным пространством. Например, этот текст выровнен по уголкам внутренней контрформы и сверху, и снизу. И это выглядит хорошо. При том, что здесь контраст наблюдается. Мы явно видим, что толщина вот этой линии больше, чем вот эта. И это хорошо. Вот так. Поговорим о расстоянии до знака. Что я имею в виду? Мы можем расположить же знак и текст на каком-то расстоянии. Этих расстояний может быть миллион, но я хочу привести лайфхак, как это сделать, как вот быть уверен, что расстояние до знака, оно хорошее, то есть оно подходит. Для этого мы берем наш шрифт, который мы хотим использовать для логотипа. Вот давайте буквально напишем. То есть оно вот здесь проиллюстрировано, но я хочу, чтобы это было более явно все. Текст. Ставим пробел. И вот это расстояние — это минимальное расстояние до знака, до нашего знака. Буквально T пусть будет знак, а текст — это наш текст. Почему мы можем этому верить? Потому что дизайнеры шрифтов — это гении дизайна, в принципе. Они видят те полутона, они видят те формы, те заусенцы, те микромоменты, которые, то есть это их работа. Не очень, то есть на них можно положиться, на этих ребят. И от этой формы мы вот это расстояние мы можем взять за x, то есть 1x — это вот это расстояние. И мы можем добавлять ему какие-то трети, то есть 1,5x, 2x и так далее. Хорошей иллюстрацией того, что было бы группа делать, например, меньше расстояния, это то, что когда у нас есть два слова в названии фирмы, мы логично не можем сделать расстояние здесь меньше, чем здесь, потому что, исходя из чего? Из правила внешнего и внутреннего. То есть чем дальше от конкретных групп, тем больше должно быть расстояние. То есть мы берем вот эту группу, здесь одно расстояние, и вот это расстояние уже меньше не может быть, а только равно и больше. Я говорил, что я могу быть непоследовательным, потому что очень, очень много разных вещей тут можно придумывать. Так, это что касалось размещения. Сейчас мы перейдем к стилистике и нюансам. Итак, продолжим. Стилистика и нюансы. Сейчас такая небольшая теория. В тексте, в шрифте есть горизонтальные и вертикальные штрихи. Это идет... Почему так? Потому что это можно посмотреть
исторической точки зрения и с точки зрения восприятия вообще человеческого. Мы знаем, что для нас классически и для нас понятно вот такие антикварные шрифты, и мы знаем, что вертикальный штрих важно шире, чем горизонтальный. Вот так сложилось. Это данность, это факт. Но это не только исторически, это и визуально по восприятию. Например, на первый взгляд, если мы посмотрим на букву H, нам кажется, что эти две толщины равны. Но если мы перевернем H, то мы будем явно видеть, что горизонталь, она тоньше. В этом и состоит восприятие человека, что он горизонтали видит шире, то есть вот такая данность. И вывод в том, что мы должны при редактировании или при создании шрифта это делать, то есть делать горизонтали тоньше. Пример. В Upwork у них был какой-то шрифт, и они захотели, чтобы точнее буква П была какой-то завитушкой, но также эта завитушка считывалась как часть текста. Поэтому они по этому же принципу и сделали. То есть вертикаль шире, горизонталь уже. Здесь видно, что оно еще уже, потому что когда формы нахлестываются, если бы они не сделали эту форму чуть уже, то было бы грязно. Кстати, об этом надо будет тоже рассказать подробнее, но я надеюсь, меня поймут. Вот, так же самое здесь. Ребята дизайнили логотип и захотели, чтобы O, то есть двойная O, было как знак бесконечности, но также считывалось как одно целое, как текст, как шрифт. Поэтому то же самое. Здесь уже, а здесь шире. Я надеюсь, это видно. Там на самом деле не настолько большая разница в этих толщинах между горизонтальной и вертикальной, но она существенна. Это показывает ваш профессионализм, в принципе. Так же самое. Вот я дизайнер логотип, и заказчик, он сказал, а давай пририсуем хвост в букве О. Логично, что чтобы хвост вписался в весь шрифт, нужно соблюсти то же самое, что горизонталь тоньше, вертикаль шире. И это считывается как одно целое. Идем дальше. Вписывание символов в текст. Бывает такое, что давай впишем в шрифт какой-то символ, будет классно. И главный принцип того, чтобы это считалось, что это одно целое, это толщина, что толщина линий должна быть одинаковая или приближенная к этому. Потому что если мы возьмем какой-то хало, не знаю, неизвестный какой-то бренд, то есть известный у нас, это я хотел пошутить, получилось неудачно. И, допустим, вот мы хотим добавить вот знак кружочка с плюсом. В этом случае, когда толщины разнятся, мы читаем как хал и какой-то плюсик. Когда толщины не разнятся, мы читаем хала плюс. Надеюсь, это все понятно. То есть это важный принцип считываемости. Есть исключения, но чаще вот так. Вот пример из интернета, то вот ребята хотели, чтобы буква П была какой-то стрелочкой. И толщина, чтобы это считываемо было, они толщину линий шрифта сопоставили с толщиной завитушки. Итак, с такими нюансами и принципами мы разобрались.
Идем дальше к тому, как подобрать шрифт к знаку или наоборот, но скорее всего к знаку. Давайте примем тот факт, что текст — это набор кривых, всяких прямых и всяких углов. В то же время знак — это то же самое. И наша работа, наша задача — сопоставить это. То есть подружить это. Либо по принципу схожести, либо по принципу несхожести, контраста. Давайте об этом поговорим дальше. По схожести форм. Вот я дизайнил логотип кофейни. Я буду говорить я, потому что я все-таки рекламирую много сегодня себя. И мы видим, что вообще, в принципе, знак этот построен по... главная форма этого знака — это вот такой полукруг. Он есть и в крыльях голубей, и в грудке голубя, и так далее. Поэтому логично и было бы хорошо по принципу схожести форм использовать шрифт, который будет тоже с полукруглыми вот такими штуками-дрюками и такой же ширины, толщины. Вот. Идем дальше. Схожесть форм. Мы видим округлость этого знака и видим всякие вот такие вот наконечники. Я подобрал шрифт, который имеет все те же свойства. То есть он округлый, и он с остротами, как в букве S, например. Продолжаем дальше. Вот я дизайнил логотип Манги Рида. То есть люди заходят, неважно сейчас. Посмотрим на то, что логотип, то есть шрифт, в принципе, вытянутый в ширину. То есть вот так. Как и башка, например, этого чувака. Это раз. Потом мы смотрим, что точки над буквой I тоже вытянуты в ширину, как и его голова. Смотрим в эту форму и форму хвоста. Они как бы перегукуються. Я не знаю, це російською. И, в принципе, тут была немножко другая эра, я уже поддизайнил. То же самое с буквой Т, они все схожи. Идем дальше к заусенцам. Видим, что тут есть вот такие, как заусенцы, то есть вмятинки, что здесь, что здесь, что здесь, что здесь. Это же мы видим в букве R. Тут есть такая заусенца. Идем дальше. Это уже логотип с интернета. Мы видим, что чувак задизайнил. То есть он повторяет буквальные практически формы с знаков в шрифт. И это хорошо. Здесь то же самое, буквальные формы. То есть тут более рублено, тут тоже рублено и так далее. Тут то же самое. Такие вот лучи, которые прослеживаются даже в нехарактерной букве А, вот такой вот неплавности. Вот тут. Идем дальше. Я вынес как пример то, что буквально не нужно воспринимать. То есть если у нас какой-то круглый логотип, то нам не стоит округлять весь шрифт. Но это просто некрасиво, я не знаю, это уже на уровне эстетики просто некрасиво, когда нету никакого вообще контраста, и в принципе это некрасивый шрифт. Но кто сказал, что вот это не подходит? Мы видим какие-то плавные формы. Вот вам плавные формы в тексте. Мы видим какие-то остроты. Вот вам здесь остроты. И мы видим круг. Вот тоже есть какие-то вот округлые вещи. Надеюсь, понятно, что я имею. Напомню, что мы говорим о подборе шрифта, об его принципе. Сначала мы поговорили о схожести форм, теперь мы говорим о деталях. Что можно подбирать по деталям. Например, что я имею в виду? В этом знаке
есть заусенцы, вот такие вмятинки, как инк-трэпы такие. И здесь в шрифте они тоже есть. Прекрасно. Тут есть такие какие-то закругления. Тут тоже скруглено. И это все работает. По характеру прикольно, если у нас какие-то круглые вещи и есть буква I в шрифте, то логично, чтобы шрифт был с круглой I, потому что есть шрифты там, где нету круга, там квадрат. Такой лайфхак, что если вы видите, что у вас много круглых штучек, то и в слове логотипа есть буква I, то в 99% случаев шрифт, который с такой вот круглой I, будет хорошо читаться. Там я уже заходил, что мы сейчас говорим про детали, по сочетаемости деталей. Тут я уже говорил, что есть заусенцы, и тут есть заусенцы, есть хвост, тут есть. Если мы берем этот круг, логотип, мы видим, что он тоже круглый. У нас довольно круглый шрифт. У нас есть в негативном пространстве какие-то вот такие вот прямые вещи. Так же самое и этот шрифт выглядит как какой-то изгиб, какое-то прямое, какая-то линия, которая так прямолинейно идет себе. Вот, это по деталям. Идем дальше. Бывает такое, что логотип слишком сложный или текст слишком сложный, и не нужно нагружать дополнительно либо текст, либо шрифт. Что я имею в виду? Тут довольно-таки сложный уже подмарк, то есть текст. И если мы еще усложним знак, то это будет перебор, перегруз. То есть мы используем типа контрастность такую. Мы не можем использовать сложный логотип, когда у нас сложный текст. И наоборот. Вот хороший пример, что у нас простой знак, и неплохо было бы, например, написать текст с засеченным шрифтом. Плюс это придаст какой-то корпоративности фирме, если это нужно. На первый взгляд, если мы возьмем этот логотип, можно сказать, что он абсолютно несочетаем. Но это совсем так, потому что он, мне кажется, по принципу такого контрверсии работает. Тут скругление в знаке, а тут впадина в шрифте. Тут впадина в знаке, а в шрифте уже такие, как палочки, которые как будто бы могут быть вставлены в этот знак. То есть, в принципе, сочетаем по принципу контрастности. Идем дальше. В этом примере то же самое, сложный знак с мелкими всякими вот такими вот элементами и простой шрифт. И хочу заметить, что толщина шрифта примерно равна вот этим вот векторам, которые тут есть. И оно вместе хорошо смотрится. Тоже простой знак и более сложный текст. Тут уже совершенно контрастная история, потому что рубленый такой знак, как будто бы хочется вот сразу поставить какой-то такой же рубленый текст рядом. Но это будет перебор, это будет неинтересно, некрасиво, поэтому неплохо использовать вот такой вот вальяжный шрифт. Это неплохо, причем это интерьер-дизайн. Интерьер — это не всегда какие-то рубленые вещи.
это и домашний уют какой-то, например. То есть дизайнер явно хотел передать, что у нас есть какие-то серьезные технические вещи в интерьерном дизайне. Есть комфортные, приятные человеческие вещи, как этот шрифт. Идем дальше. Не поговорили об этом. Напоминаю, что мы говорим о принципе контрастности, когда перебора нам не нужно делать. Например, у нас есть такой знак, и если мы будем шрифт делать такой же стилистики, это будет перебор. Поэтому почему бы просто не написать обычным гротеском? Мы сейчас говорим о сочетаемости, о подборе шрифта, и такая неявная вещь, которая приходит опытом, это характер освещения различных букв. Что я имею в виду? У каждого шрифта есть свой характер отрезания, например, таких букв, как C. Мы видим, что здесь оно вертикально отрезано, здесь горизонтально ровно, здесь горизонтально и чуть-чуть по диагонали, и тут тоже. И это прослеживается в разных буквах. Тут тоже видите, тут горизонтально, тут вертикально и так далее. Даже в R. Что мы можем с этим сделать? По принципу снова такие похожести и схожести мы подбираем к логотипу шрифт. Мы видим, что здесь эти лучи типа carrot, они срезаны по диагонали и так вальяжненько, как и в этом шрифте. То есть тут все такое вальяжное, тоже срезано по диагонали и так далее. И он тоже круглый, но это уже мы с ней об этом говорим. А здесь видим, что знак довольно ровный, рубленый такой, как и ровность отрезов вот этих C и букв E. Они тоже такие ровные, без всякой вальяжности. Видим этот логотип. То же самое. Срезано неровно, срезано неровно. И вот логотип. Максимальная сочетаемость — это CP. Тут считывается C, тут срезано так же, как и в шрифте. Идем дальше. Можно считать логотипы по тому, что как будто бы это одна сущность. Что я имею в виду? Возьмем, например, вот этот знак и этот шрифт. Он задизайнен так, как будто бы это одна сущность, буквально. Они из одних форм состоят полностью. Этот знак — это прямое продолжение этого шрифта, или наоборот, смотря как они дизайнили, скорее всего. Начали с знака. Тут вот то же самое. Как будто бы тут настолько похожие формы в знаке с текстом, что это кажется, что вот одна сущность. И это хорошо. Это один из принципов сочетаемости. Но тут, кстати, не так все хорошо, потому что мы видим, что тут не совсем ясно, если это вот одна сущность, то почему толщины немножко разнятся. Это возвращаясь к принципу контрастности. Либо контраст есть, либо контраста нет. Тут не ясно, есть он, они равны или не равны. Есть контраст, нет контраста. Тут то же самое, этот шрифт, как будто бы одна сущность с знаком. То есть как будто бы та линия, которая вырисовывала плавно и резко вот эти вот вещи, также сама нарисовала вот эту звездочку. Тут то же самое. Тут такое как отступление, как пример комплексного такого сочетания текста и знака. Давайте начнем. Видим, что тут все сочетается. То есть вот эти заусенцы сочетаются с заусенцами в тексте. Вот эта упругость и плавность сочетается с плавностью тоже шрифта. Круг в знаке сочетается с капелькой в A.
вот такие изгибы формы абсолютно сочетаются с изгибами такого шрифта засечка. Это был такой пример того, как в комплексе может работать по схожести. Так, мы сейчас перейдем к разделу проблем. Их немного. Проблемы. Как это не банально звучало, используйте качественные и используйте красивые шрифты. Мир нам дал очень много хороших и качественных шрифтов. И банально идти на на какой-то стоковый сайт со шрифтами и использовать такие банальные, страшные шрифты не нужно. Есть красивые гротески, типа Гельветики и миллиона разных других. Используйте их. Это выглядит профессионально, это выглядит некрасиво. Это факт. Тут можно спорить, но для меня это факт. Также используйте системные и какие-то вот такие вот. Зачем использовать? Во-первых, что растиражировано уже везде. Если хотите использовать бесплатный шрифт, то используйте самый геометричный, самый невзрачный шрифт. Это 100% попадание. Просто, на первый взгляд, если поставим на какой-то Монсеррат рядом с какой-то супер задизайненным каким-то шрифтом, например, какой-то Helvetica Now, то мы увидим разницу в качестве. Просто старайтесь использовать более качественные шрифты. Из проблем первое — это недостаточная абстрактность знака. Что я имею в виду? Вот это вот иллюстрация того, что я имею в виду. Недостаточная абстрактность — это тут выражено в том, что буква N и эта буква N слишком похожи. И можно прочесть как две буквы N подряд. То есть N-ко. То есть решением этого будет использовать более абстрактное выражение этой N, чтобы это считывалось как знак, а не как часть слова. Плюс тут какая-то уж слишком маленькое расстояние между знаком и текстом. Потом из проблем это повторение прям буквальное и неясное в шрифте форм знака. Тут получается так, что мы не можем понять, где фирменная вообще главная точка нашего притяжения. Либо вот эта фирменная форма главная, либо вот эта. И они как бы и схожи, но как бы и разные. И это создает диссонанс. Я бы сделал проще Z, и все внимание бы прекрасно перешло к знаку. Тут вот перегруз, когда мы решили, что наш текст должен быть идеально сочетаться со знаком. Здесь полный перегруз, оно получилось так, что оно, во-первых, не считывается, и, во-вторых, не функционально и не так интересно, как хотелось бы. В принципе, все. Спасибо за внимание.